Многие парни социально неловкие. Я думаю, что вы немного невежественны, чтобы оценивать опыт среднего парня. Для сравнения, ладно? Опыт большинства парней. Сравнение с опытом их дедушек, которым пришлось вложить четверть работы, чтобы получить женщину, которая 4 раза более прекрасна, чем то, что мы имеем сейчас. О, вы говорите о том... Его бабушка была прекрасной женщиной, очень женственной и естественной, и его дедушке не нужно было так пахать, как приходится делать сегодня. То есть вы говорите о хафляции? Да, хафляция. Так что современные мужчины должны работать 5 раз больше, чем их деды, ради женщин, которые 20 раз хуже, чем их бабушки. Наши не все хотят перепихончика, не так ли? Нет, это естественная человеческая нужда, она есть у всех. Это вопрос того, насколько много секса у вас есть. Вы думаете, что у вас есть право на секс? Да. С чего вы взяли? Потому что это мое репродуктивное право. Оно дано мне для того, чтобы иметь детей. Какова цель секса? Иметь детей. Обычно у секса есть 2 цели. Создание новой человеческой жизни, о чем, как мне кажется, наше общество забыло. Эмоциональная связь с человеком, с которым вы занимаетесь сексом, это то, на что рассчитан ваш мозг при каждом половом акте. Ваш мозг выделяет окситоцин, и это заставляет вас чувствовать эмоциональную связь с этим человеком. Вот почему культура перепихона так вредна, потому что она не транзакционна, она не должна быть такой, это должно быть сближение. Я думаю, что именно такое мышление привело к тому, что культура абортов стала популярной. Это привело к тому, что мы стали сторонниками секса по первому знакомству. Я думаю, именно это привело к тому, что женщины застряли в этой зоне, а мужчины застряли в зоне невозможности иметь значимую связь. Вы сказали, что если вы сами не знаете, чего хотите, то как ваш партнер сможет понять, чего вы хотите? Я хочу кого-то, кто обладает высоким уровнем честности. Я хочу, чтобы кто-то был добрым, а не милым. Я хочу кого-то, кто очень дисциплинирован. Потому что люди говорят о том, что я хочу эту работу, я хочу такой образ жизни, ля-ля-ля, чтобы это не было. Я думаю, если вы сосредоточитесь на основных ценностях и характеристиках людей, то это то, с чем вы можете пойти гораздо дальше, потому что в итоге они станут вашими партнерами. Мы социальные животные. Это нечестно возлагать все на парня в этой ситуации, чтобы он был вашим лучшим другом, вашим доверенным лицом, тем, кто должен не только обеспечивать вас, но также давать стабильность и безопасность. Несправедливо просить одного человека дать вам все эти вещи, когда большинство из вас не могут дать их даже себе, верно? Значит, нужно искать то, что вам нужно, а не то, что вы хотите. Если вы пошли к своим родителям и спросили их, вы бы сказали, знаете, у меня есть выбор. Я могу либо бросить все это завтра, либо найти работу за 10-ую часть этой суммы, или я могу продолжать делать это и посылать вам деньги. Как ты думаешь, какой вариант они выберут? Моя мама не сказала бы, конечно, бросай это дело. А отец сказал бы, нет, боже мой, зачем тебе надо это бросать? Твой папа сказал бы? Мой папа не сказал бы, да. Я посылаю деньги моему папе, чтобы ему было удобно. Он же пастор, не? Он больше не пастор, он перестал быть пастором, когда мне стукнуло 18. Хорошо, но он же сохранил свою веру, верно? Да, но я ведь его дочь, понимаете? Я не просто какая-то незнакомка. Он такой, знаете что? Разве это не делает все это хуже? Это же ужасно. Ты бы не принял своего ребенка таким, как он есть? Нет. Что? Нет. Значит, если у тебя был бы ребенок, у которого был OnlyFans, ты бы отрекся бы от него? Да, пока он не приведет свою жизнь в порядок. Это ужасно. Я плохой родитель? Не, 100%. А что если ты плохой ребенок? Если она принимает плохое решение в своей жизни, она берет на себя ответственность, чтобы это не было. Ты не должен воспитывать и судить, когда человек не спрашивает тебя. Допустим, у тебя есть дочь, и она проходит через вагон новых парней каждую неделю. Я говорю о 2-3 парнях в неделю, она переспала с 30 парнями. Человек должен понять и пройти через этот процесс. Вы не скажете ей, чтобы она перестала быть шмарой? Я вообще не верю в стыдобу, особенно когда речь идет о детях. Но моя дочь представляет меня. Я не собираюсь называть ее шкурой, но я определенно поговорю с ней, потому что она не будет выходить на эти улицы, выглядя пробитой насквозь. Простите, но мне нужна репутация моей жизни и моей семьи, простите. Но она не собственность. Она моя дочь. Она ваша дочь, но она не ваша собственность. Я хочу, чтобы у нее все было хорошо, а я вижу девушек, которые облажались по жизни, они повсюду лежат, жалуются и плачут. Как мужчины их не любят, используют и над ними издеваются. Я не хочу этого для своей дочери. Я хочу, чтобы она чувствовала себя ценной и чего-то стоила. Если она пойдет по этому пути, она будет чувствовать себя точно так же, как все эти девушки, жалующиеся в интернете. Мне нужна королева, малышка. Королева. Если бы мы жили в матриархальном обществе, которым управляли бы женщины, какой стала бы роль мужчины? Они были бы работягами, а мы с сучки сидели бы дома. Разве это не то, что мы имеем сейчас? Да, вы правы. Так почему же матриархат лучше патриархата, если это именно то, что мы имеем сейчас? Хорошо, простите, я противоречу вашему вопросу. Во мне слишком много текилы. Мне кажется, что произошло бы обратное, что женщины начали бы вносить вклад, работать все время, а мужчины сидели бы дома и заботились о детях, готовили бы там, убирали.
Но как вы думаете, захотят ли женщины выполнять всю эту опасную грязную работу, которую обычно выполняют мужчины? Нет, я могу с уверенностью сказать, что не захотят. Так разве тогда роль мужчины не останется прежней, выполнять всю тяжелую работу? Честно говоря, да, и это только подольет масло в огонь. Мужчины не только должны ходить, работать и все такое. У них также есть жена, которая сидит дома, не заботится о детях, не готовит, не убирает. И тогда возникает вопрос, зачем вообще нужна жена? Если мужчина никогда не будет считаться жертвой, разве это не делает их самыми большими жертвами? Это действительно так, это безумие, я никогда не думал об этом. Они одна из самых больших жертв, если вы честно об этом подумаете. Почему люди ведут себя так, будто женщины так сопереживают, если у женщин нет никакого сочувствия к мужчинам как жертвам? Потому что некоторые женщины не понимают, почему мужчины могут быть такими. И некоторые женщины действительно сопереживают, но некоторые нет. Они сопереживают только до того момента, когда не хотят заставить их почувствовать своими должниками. И теперь они будут думать, что могут получить от них то, что хотят. Но многие женщины манипулируют. Ладно, не женщины, а люди манипулируют людьми. Но я думаю, что есть много злых людей, которым нравится быть ложными жертвами, чтобы привлечь себе там внимание, или денег, или чего бы там не было. Но мужчины, мы не говорим об этом так часто, как должны, когда становимся жертвами. Вы согласитесь со мной, что MeToo-движения зашли слишком далеко, и что это не шутка? Нет, не соглашусь. Женщинам легко лгать, и они не против уничтожить себя, если разозлятся, потому что многие женщины, когда ты к ним пристаешь, они не против, я хочу это сделать, а потом, как только ты это сделаешь, они ложно обвиняют себя, и, конечно, все устроено так, чтобы верить женщине, а не мужчине. Вот почему этому нужно положить конец, потому что многие из этих женщин не против уничтожить мужчин. Мы должны остановить это движение, пока оно не зашло слишком далеко. Вы согласны? Похоже, у вас был очень болезненный опыт. У меня никогда такого не было. Я просто знаю других мужчин, которые прошли через это. В любом случае, посмотрите на них, они никому не нужны. Они лесбиянки. И они толстые, они уродливые, у них короткие волосы. Они никому не нужны. Я думаю, вас это сводит с ума. Вы согласны? Нет, простите. Мне кажется, мы говорим мимо друг друга. Что вы имеете в виду? Мне нечего сказать. Обычно от мужчин ожидают, что они будут ухаживать за женщинами, подходить к ним, платить за свидание. А что должна делать женщина, чтобы построить отношения? Но мне кажется, что женщина – это то, с чего все начинается. Без женщины не было бы никаких отношений. Ну, я не знаю. Мужчины не знают, что они будут делать без женщины. Почему мужчины всегда бегают за женщинами? Ведь что они будут делать без нас? Стереотипно предполагается, что женщины – это маленькие хорошенькие птички, которых парни могут подцепить и угостить вином, и увезти домой. Это их вклад. Может ли это быть причиной того, что так много мужчин хотят секса без отношений? Да, абсолютно. Справедливо ли предположить, что женщины, которые жалуются на то, что мужчинам нужен только секс, кроме секса ничего не могут предложить? Да. Ну я же женщина. Значит, я сумасшедшая. Я могу делать все, что захочу, а он должен просто приносить все, а я буду сидеть на своем золотом троне и смотреть, что он принес. Женщины должны смиряться и работать над своим характером, чтобы им тоже было что привнести в отношения. Ребята, вы дошли до конца. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на другие мои платформы. И кому не похер, можете поддержать меня в Бусти. Берегите себя и своих близких в столь неспокойное время.